Новую Ниву с ценой под 2 миллиона разнесли в пух и прах. АвтоВАЗ отзывает первые проданные экземпляры новой Нивы. На этом полуфабрикате ездить нельзя. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш Дзен, Рутуб, ВК и Телеграм каналы. АвтоВАЗ, как и обещал, представил публике обновленную версию Нивы. Более мощную, с якобы спортивным характером и целым списком улучшений. И вроде бы все выглядело многообещающе. Новый двигатель, переработанная подвеска, модернизированный салон, спортивные элементы во внешности. Казалось, что легендарный внедорожник наконец-то получил второе дыхание и готов к новым подвигам. Но радость автолюбителей быстро сменилась разочарованием. Отзывы первых владельцев оказались, мягко говоря, тревожными. Вместо надежного автомобиля люди получили сырой продукт, эксплуатация которого не только неприятна, но и в некоторых случаях попросту опасна. На словах все выглядело почти как прорыв. Завод рапортовал о серьезной переработке технической части. Двигатель взят от Grand Sport. Это 1,6-литровый мотор с 16 клапанами, мощностью 122 лошадиные силы и 155 ньютон-метров крутящего момента, адаптированный под продольную компоновку. Задняя подвеска получила новую конструкцию. На 4 поперечных тягах вместо прежней с тягой Panhard. Добавили и спортивный обвес, переработали салон, украсили его красной строчкой. Установили задние дисковые тормоза с суппортами от Весты, что само по себе шаг вперед. Но внешний облик по-прежнему остается слишком знакомым. Узнаваемые очертания старой доброй Нивы, только с новыми наклейками. Словно пытались надеть кроссовки на дедушку и выдать за спортсмена. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hot Car Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hot Car берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. Главная проблема АвтоВАЗа — несоответствие между обещаниями и реальностью. Первый же выезд обновленной модели на дороге показал массу критических недочетов. Автолюбители и блогеры, получившие свои экземпляры одними из первых, буквально засыпали интернет обзорами, в которых разоблачили конструктивные ошибки и халатность сборки. Автомобили, проехавшие чуть больше 1000 километров, начали сыпаться на глазах. И это не образное выражение, речь идет о реальных поломках, из-за которых машина становится опасной. Некоторые покупатели столкнулись с неисправными стеклоочистителями, неработающим кондиционером и сбоями в рулевом управлении. Но по-настоящему пугает ситуация с топливной системой. В одном из экземпляров саморез, вкрученный на заводе, пробил топливопровод, вызвав утечку бензина рядом с горячими элементами выпускной системы. Это уже не проблема сборки, а потенциальная угроза жизни. При малейшей искре автомобиль мог вспыхнуть как спичка. Подвеска, заявленная как спортивная, оказалась далеко от реальности. Мягкие салимблоки, тяги, которые гнутся при незначительной нагрузке, и стабилизаторы, установленные с нарушениями, все это привело к тому, что задняя часть автомобиля буквально гуляет по дороге. На грунтовке стабилизатор деформирует тормозные трубки, а это уже вопрос прямой угрозы отказа тормозной системы. Автомобиль, который должен был стать шагом вперед для модели, получился скорее шагом назад, в сторону кустарного тюнинга, не прошедшего даже базовую
базовую проверку инженеров. Разоблачение вызывает и форсированный двигатель. Несмотря на мощность 122 лошадиные силы, он показывает себя слабее привычного 8-клапанного агрегата. Динамика не радует. При этом шум, вибрации и общее поведение мотора оставляет ощущение, что силовой агрегат просто не дружит с остальными компонентами машины. Тем не менее, вопреки всему, спрос на новинку есть. Люди продолжают записываться в очереди, делая предзаказы. Этому есть объяснение. Нива остается символом отечественного автопрома, и каждый анонс вызывает эмоциональный отклик. Но здравый смысл подсказывает, что покупать машину с таким количеством серьезных изъянов – решение крайне рискованное. Потенциал, безусловно, есть, однако пока что мы имеем дело с не готовым продуктом, а с дорогим и сыроватым полуфабрикатом, в котором сэкономили на всем, кроме маркетинга. АвтоВАЗ обещает, что летом производство усиленных кузовов перейдет на новое оборудование, которое должно обеспечить стабильность качества. Но если судить по первым экземплярам, говорить о надежности преждевременно. Обещание это хорошо, но пока нет уверенности, что проблемы решаются системно. Они будут устраняться точечно по ходу дела. На сегодня покупатель, заплативший почти 2 миллиона рублей за Ладу Ниву Спорт, получает набор следующих сюрпризов. Выбивает передачи, топливопровод пробит саморезом завода, двигатель слабее старого, антикоррозийная обработка отсутствует, руль установлен криво, раздатка воет, подушек безопасности нет, стеклоочистители не выключаются, подкрыльники закреплены саморезами, задние тяги гнутся от малейшей нагрузки, мост болтается, резина стирается аномально быстро, стабилизатор гнет тормозные трубки, а диск трется об стойку. Все эти дефекты не просто досадные мелочи, а реальные угрозы как безопасности, так и кошельку владельца. Главный вопрос, который возникает, как вообще этот автомобиль прошел тесты и был допущен в серию. Почему отдел Лады Спорт не отследил эти моменты и каким образом проводился контроль качества? Ответов пока нет, но и без них ясно, что речь идет о серьезных упущениях. Только что сообщили, что АвтоВАЗ проводит отзывную кампанию в отношении первых товарных партий мелкосерийной Нивы Спорт. В рамках отзыва автомобилю заменят тяги подвески на улучшенные, а по факту разгерметизации топливопровода отзыва не будет, так как на ВАЗе провели проверку и повторения такого брака пока не выявили. Итог неутешителен. Сегодня Лада Нива Спорт – это продукт, который нуждается в глубокой переработке. Прежде чем даже думать о покупке этой машины, разумно будет подождать, пока модель действительно доведут до ума, устранит детские болезни и подтвердит свою самостоятельность не только на словах, но и на деле. Или просто пойти по более надежному пути, выбрать проверенный вариант на вторичном рынке, пусть и без маркетингового налета спортивности, зато с реальной надежностью. А вы что думаете по этому поводу? Согласны ли с такой оценкой? Пишите свои мысли, делитесь мнениями. Дискуссия только начинается. Ну и обещанная мною шутка. Супруги толкают автомобиль по направлению к авторемонтной станции. Муж замечает: ты не находишь, дорогая, что тот тип, который продал нам машину, был прав? Бензина она действительно почти не требует. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Дзен, Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.